Всем привет! Буквально только что закончил несколько новых изделий и решил сразу записать небольшой видеообзор. В общем, кто знает, кто не знает, основная моя специализация – это изготовление аксессуаров для фотографов. Вот в данном случае пошил два ремня для одной и для двух камер. В принципе, модели для меня стандартные. Единственное, что сегодня использовал необычную вот такую вот кожу. И захотелось ее всем показать. Кожа не совсем толстая, где-то 2,5-3 мм, но она ременная, жесткая, вот, держит форму. И с вот таким вот необычным интересным тиснением. То есть это тиснение не под крокодила. Сложно даже его как-то обозначить. Но выглядит круто. Вот. Попался мне кусочек, буквально где-то пол-квадратного метра я купил поставщика. Она у него лежала долго. Сначала хотел пошить какой-то небольшой портфельчик или же чехол для iPad. Вот. Но так случилось, что недавно я еще зарегистрировался на площадке Etsy. Вот, хочу представить там свои изделия. И вот чтобы как-то туда зайти с интересными аксессуарами, с интересными работами, вот, все-таки решил с этого куска кожи пошить несколько ремней для фотографов, потому что, в принципе, в магазине там у меня будут в основном аксессуары рассчитаны на фотографов. Значит, немножко характеристик. В общем, как я и сказал, уже кожа 2,5-3 мм, где-то толщиной точно не помню. Но не сильно толстая, но при этом она достаточно плотная, не мягкая. Вот. В ремне для одной камеры сделал декоративную прошивку. Вот. Наплечника. Нити использовал компании Macy, то есть это сейчас вот как раз тестирую. Интересный такой бренд, у них много различных нитей, большой выбор, и помимо толщин еще с разными эффектами. То есть обзор чуть позже я покажу на эти нити. Вот. Здесь все собрано на хольнитены. Хольнитены использую 12-миллиметровые. То есть все очень надежно. Плюс вот здесь вот я еще проклеиваю на всякий случай. Так. Дальше крепежная площадка выполнена таким вот образом. Все прошито и собрано на хольнитены. Сейчас еще пробую новый вариант страховочных ремешков. До этого у меня здесь просто был такой синтетический ремешок шел. Вот. От одного из заказчиков поступил комментарий, что вот синтетика в таком изделии портит все впечатление. Поэтому пришел к такому решению. Сейчас делаю эти ремешки из кожаного шнура. Ну, пока что мне нравится. И его, в принципе, даже проще ставить. Так, ну еще одна особенность, это тоже сейчас тестирую новые карабины. Они уже изготовлены из нержавеющей стали. То есть до этого, я и сейчас использую те карабины, они из какого-то алюминиевого сплава, но нашел еще вот такие вот из стали нержавеющие, плюс они еще такие быстросъемные. Интересный у них механизм вот именно раскрывания. То есть все быстро, оперативно. Хороший, в общем, хороший продукт
надежный. То есть такие на данный момент более как бы эксклюзивные такие вот модели. То есть данный ремешок, он есть всего лишь в одном экземпляре. И в принципе больше такого не будет, потому что кожу такую встретить, ну, это очень, очень редко, на мой взгляд. То есть я сколько поставщиков пересмотрел, такая именно кожа встречается достаточно редко. Вот. Это что касается ремешка на одну камеру. Он регулируется, подойдет для разного роста. Вот, допустим, я пользуюсь такой же моделью. Значит, во мне где-то 1,90 м, может чуть больше. И также, допустим, у меня знакомые пользуются они, ну, к примеру, там 1,70 м. То есть ремешок регулируется и для всех подойдет. Вот. Моделька достаточно удачная, то есть ничего не хочется в ней менять, потому что уже проверено мной. Очень удобная в работе, очень помогает. То есть в отличие от обычного нашейного ремешка, то есть с этой разгрузкой можно проходить, допустим, отснять целый день и чувствовать себя нормально, бодро. То есть если, допустим, нашейный ремень поносить целый день, вот на шее камеру несколько килограмм веса, естественно, все начинает болеть. Вот, особенно шейный отдел, то когда работаем с такой вот разгрузкой, вес распределяется на плечевой отдел, носим как сумку камеру, и все как бы нормально, ничего не болит. Так, это что касается ремешка для одной камеры. Вот, и теперь покажу разгрузку для двух камер. Чем она интересней? Здесь есть крестовина, на которой можно рассмотреть вот всю вот эту текстуру, всю прелесть данной кожи. То есть достаточно большой участок цельного куска кожи, которым можно любоваться. Тоже все прошито. Вот эти моменты, это как декоративная прошивка. Вот. И в этих местах я еще вшиваю вот эти вот кольца, полукольца. То есть это все прошивается и потом держится еще на хольнитенах. Конструкция надежная. Вот. Просто крепить на хольнитены я как бы не осмелился. Так мне как бы спокойнее, надежнее. Я уверен, что у человека вот эти вот узлы, они не разорвутся где-то, не разогнутся эти хольнитены. То есть все будет служить долго и надежно. Вот. Та же нить, в общем, все использовал то же самое. Тренчики собираю, как вот показывал в одном из видео. То есть все, что применяю в работе, я в принципе уже показывал. Ремни, значит, сами торцы ремней полировал, снимал фаски, полировал, так как кожа это растительное дубление. Вот, все торцы заполированы и вскрыты в качестве финиша грунтом от Финичи. Может, уже где-то озвучивал, но работаю сейчас именно с этим средством. То есть все торцы на своих ремнях, на своих изделиях я покрываю именно грунтом от Финичи. Если нужно, потом еще дополнительно закрашиваю краской от Финичи. Вообще отлично ложится, дает ну, просто шикарный эффект, гладкость. При этом торец он как бы становится более тверже, закрепляется и сохраняется вот эта полированность. Ну, в общем, я очень доволен этим средством. Тоже, возможно,
получится в ближайшее время записать обзор на него, как это все работает. Ну, сейчас уже как бы тестирую на своих изделиях эти новые средства. То же самое идет здесь уже две площадки таких крепежных. Вот эти винты вкручиваются в камеру. Выкручивать их не нужно, потому что, ну, когда мы, допустим, вешаем ремень, вот, просто снимаем камеру с разгрузки. Вот, таким вот легким движением карабины этому способствуют. То есть хорошая конструкция, быстросъемная. Все очень легко и просто работает. Страховочные ремешки. Вот. Ну, в общем, вот таких вот два изделия. Как уже сказал, пошил их для того, чтобы как-то, не знаю, как-то более правильно и быстро выйти на рынок Etsy, то есть чтобы зарекомендовать хорошо свой магазин. И возможно, у кого-то есть опыт уже торговли на этой площадке, может кто-то захочет поделиться там в комментариях или на ютубе есть личное сообщение, можете писать в личку какие-то свои советы, потому что особо опыта у меня в этом нету. Посмотрел различные обзоры на ютубе, там по сути один и тот же совет, что нужно прописывать эти ключевые слова. Вот. Но я думаю, это не единственный как бы инструмент раскрутки своих товаров, поднятия их в рейтинге. То есть может кто что еще применяет именно в торговле на Etsy. Кому не сложно, поделитесь опытом, буду очень благодарен. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.